Никакого праздника вчера не получилось. Ресторан был закрыт, я был единственным постояльцем, и первым делом еще даже не зачекинив, хозяин дал мне 5 евро на завтрак в баре через дорогу. Милая итальянская деревушка этим утром больше похожа на Silent Hill. Дополняет атмосферу гудящий возле железнодорожной станции завод Unilever Italia, производящий пулёные кубики Кнор. Железнодорожных подъездных путей на завод, конечно же, нет, а в комментариях на Google картах дальнобойщики со всей Европы ставят оценку 1, жалуясь на долгое время погрузки-разгрузки, незнание персоналом английского, маленькую парковку и отсутствие элементарных удобств. В построенном среди чистейших озер прекрасном городе Мантуя нас встречает бывший нефтеперерабатывающий завод, недавно реконструированный в логистический центр. Он входит в тот же венгерский холдинг Мол Групп, что и, например, действующий до сих пор нефтеперерабатывающий завод Слонафт, украшающий панораму Братиславы. Так что непонятно, почему в города побратимы Мантуя был выбран российский Пушкин, в котором никакого нефтеперерабатывающего завода нет. Небольшая пересадка, и к нам прибывает поезд Вивальта, названный по недавно начатой с поезда Минуэт традиции давать региональным поездам имена, связанные с миром музыки. Обратите внимание на интересную черту итальянских железных дорог. Вот этот черно-оранжевый кружок обычно расположен на передней части поезда над фонарями и обозначающий композиционный блокадто, состав расцеплять который можно только в специально оборудованном цеху. Может показаться, что это электропоезд, но на самом деле мы видели всего лишь кабину, с которой машинист дистанционно управляет обычнейшим электровозом 464 серии, расположенным в хвосте состава. Городок Кадогна настолько малоизвестен, что первая ссылка на русском – это статья на Ленте.ру, рассказывающая о враче скорой помощи из местной больницы, страдающем амнезией. После автомобильной аварии он был уверен, что на дворе 2001 год, и очень удивился распространению интернета, переходу на евро и смене Папы Римского, но ему все равно удалось добиться восстановления на работе. Мне кажется, это и есть та самая настоящая Италия, и здесь со мной случилось важное итальянское озарение. Короче, я зашел в маленькую пекарню и купил за 80 центов мелочью кусочек пиццы. Вроде бы простецкая маргарита, но она была абсолютно точно такая же, как мы с женой готовим в электрической духовке из продуктов из супермаркета. В жизни не ел ничего более домашнего вдали от дома. Вот у Сережки из пятой серии много баб, и когда одной из них однажды в Эльпатию принесли пиццу 4 сыра, она на вкус определила, что один из сыров не тот. Я далек от такого и все время стеснялся нашей пиццы. Нам-то вкусно, но вдруг откуда-то вылезет эта баба и, сморщившись, скажет: «Это что? Это разве пицца?» Так вот, тебе, баба Сережки, это самая настоящая пицца по старинному итальянскому рецепту из города
Это была абсолютно незапланированная и очень неожиданная встреча. Без 5 час дня по субботам на станции Павия РЖДшный поезд Москва-Ницца следует из Милана в Геную. Ну а для нас на соседнем пути уже стоит легендарная Automotrice 668, разработанная еще в середине 50-х. Этот экземпляр из третьего поколения, пришедшего на конец 70-х, и дизайн уже не тот, что прежде. Но все равно очень приятно встретить эти знаковые для итальянских железных дорог поезда. Это такие символы послевоенного восстановления.
Турин с латыни переводится как «торговый центр на 30-градусной жаре». После прекрасных деревенских линий совершенно не хочется возвращаться в большие города, и это просто худший вариант, что мог представиться. К счастью, в Турине есть и кое-что интересное, а именно самый первый трамвай в Италии. Io adesso sto andando dall'altra parte dove passa il Coop, quindi dalla parte dove passa il Выглядит все это, конечно, очень классно, но надо помнить, что мы находимся в благополучной Западной Европе, поэтому интервал между трамваями составляет 16 минут. Пути в основном используются для движения просто невероятного для выходного дня количества машин. Чтобы получать хоть какую-то радость от прогулки по городу, я начал представлять, что нахожусь в Торжке. Он тоже на букву «Т», там тоже что не мост, то рядом церковь на возвышении, ну и Тверца, конечно же, во всем своем великолепии. Ходишь от берега к берегу и прям душа поет. Больше всего я, конечно, доволен тем, что перед переездом имел счастье аж дважды съездить в Торжок на Торжокском корыте Т2. Сейчас там ласточки ходят. Всем рекомендую, это один из лучших городов России. Там у каждого во дворе по собственной колокольне. И мрачные серые панельки на выселках, разумеется, тоже имеются. Хотя, конечно, не весь город находится в должном состоянии, так что могу допустить, что Турин в чем-то и может выигрывать у Торжка.
everybody must come there. You are a corner, it's like corner. Once you call me, you expect this to make one like. So be a corner, you are one man. Yeah, well.